Пески Египта веками хранили молчание. И мы так часто повторяли эту фразу, что она утратила вес, превратилась в фоновый шум, в нечто само собой разумеющееся. Мы привыкли к открытиям, привыкли к словам «гробница», «мумия», «осколки», «золото» как к пунктам стандартного отчета. Египет стал для нас не живой загадкой, а музеем прошлого, застывшим в плотном янтаре времени. Мы прилетаем, проходим по протаренным маршрутам, поднимаем камеры, делаем снимки и уезжаем с ощущением завершенности, будто история была рассказана до конца. Плато Саккара, колыбель цивилизации, древнейший меганекрополь на планете, место, где сама идея пирамиды впервые была высечена в камне, казалось нам прочитанной книгой. Мы изучали ее 200 лет. Ученые всего мира исследовали пирамиду Джосера, первый в мире монументальный каменный монумент, погребальные камеры с их синими фаянсовыми плитками, сложенными с пугающей точностью. А также Серапеум — мрачный подземный лабиринт с гигантскими гранитными саркофагами для священных быков Аписа, саркофагами весом около 70 тонн, вырезанными с такой точностью, что между крышкой и телом не проходит даже лезвие. Мы десятилетиями спорили, как их туда доставили, какими методами их обрабатывали, а потом в итоге пожимали плечами и говорили «древние инженеры». Мы нанесли на карты каждый метр, все каталогизировали, все описали и решили, что плато отдало нам все, что могло. Но пустыня не торопилась. Пустыня ждала. Она ждала, пока мы перестанем копать лопатами и кисточками и не начнем слушать. Ждала, пока у нас не появятся инструменты, способные видеть сквозь камень, сквозь породу, сквозь иллюзию времени. И то, что мы увидели несколько месяцев назад, навсегда изменило правила игры. Это открытие не просто добавило новую главу в историю Египта, оно вырвало предыдущие страницы, заставив усомниться в том, что мы вообще знали, с чего эта история началась. Под Саккарой была обнаружена структура, туннель, которому не должно было быть места, а то, что нашли внутри, не должно было существовать нигде на Земле. Все началось не с лопаты и не с раскопа, все началось с сигнала. Рутинная работа, которую проводят каждые несколько лет. Группа геофизиков проводила новое сканирование плато, используя георадар последнего поколения, технологию GPR, способную посылать низкочастотные импульсы электромагнитного диапазона на десятки метров вглубь скального основания. Они не искали гробницы и тайные камеры. Они картировали геологию, искали карстовые пустоты и трещины в эоценовом известняке, чтобы оценить риски для древних сооружений. Это была работа по консервации, скучная и предсказуемая. Оператор радара, человек с 20-летним стажем, следил за мерцающей линией радиограммы, за знакомыми и понятными отражениями. Он видел все — фундаменты, пустоты, засыпанные шахты, гробницы. Он знал почерк этой породы, как врач знает анатомию пациента, но в какой-то момент сигнал изменился. Отражение было неправильным, слишком ровным, слишком четким. Компьютер построил временной срез, и на экране появилась идеальная парабола, форма, которая не возникает случайно. Это означало объект с четкими границами. Он начинался на глубине 40 метров, и это было ключевым. 40 метров глубже большинства сооружений Древнего Царства, глубже Серапеума, глубже многих участков русла Нила в этом районе, почти на уровне грунтовых вод. Это была не камера и не полость, это была линия. Идеально прямая линия, уходящая на сотни метров на север, прямо под самые массивные и тяжелые постройки плато. Компьютерная модель, построенная за ночь, показала туннель диаметром около 3 метров, но он был странным. Его стены отражали сигнал
почти идеально. Слишком идеально. Коэффициент отражения был сопоставим с металлом или влажной глиной, но геология говорила о сухом известняке. Это было первое противоречие. Первая мысль — ошибка прибора. Атмосферные помехи. Сбой. Команда перепроверила все, сменила антенны, привезла другой георадар. Результат оказался тем же. Тогда они подключили сейсмологов. Началась сейсмическая томография. Вызывали микровзрывы, мини-землетрясения и смотрели, как волны проходят сквозь толщу. Волны огибали нечто на глубине 40 метров, не отражаясь и не проходя сквозь него, словно сталкивались с идеально круглым препятствием. Затем применили магнитометр. Он не показал ничего. Полное отсутствие магнитной аномалии. Это исключало железо, но одновременно исключало и пустоту. Это было что-то иное. Нечто, что идеально проводило радарные волны, блокировало сейсмические и не имело магнитного поля. Такого сочетания не должно было существовать. Новость засекретили немедленно, отнеся ее к категории национальной безопасности. Район оцепили. Официальная версия говорила о плановых реставрационных работах и угрозе обрушения в Серапеуме. Туристов разворачивали, но за кулисами царила тихая паника. Что это было? Древний водоотводный канал? Но он был идеально прямым и герметичным. Неизвестная ветка — катакомб? Но она лежала вдвое глубже всех известных. Проблема заключалась в том, что у туннеля не было входов. Георадар проследил его от начала до конца. Он не соединялся ни с одной гробницей, ни с одной шахтой. Он был изолирован, словно его проложили внутри породы и стерли все следы. Было принято решение бурить. Аккуратное разведочное отверстие. Алмазная коронка, способная крошить известняк и гранит, на глубине 39,5 метров наткнулась на материал, который не могла пройти. Коронка визжала, перегревалась, датчики показывали, что она не режет, а скользит, словно по стеклу. Через 2 часа бур подняли. Коронка стоимостью десятки тысяч долларов была уничтожена, отполирована до зеркального блеска. Микроскопические осколки отправили в лабораторию, и анализ вызвал шок. Это был не известняк и не гранит. Это был расплавленный и вновь застывший камень. Стены туннеля были покрыты стекловидным слоем, похожим на обсидиан, но с химическим составом местного песчаника. Это была витрификация, остекленение, процесс, требующий температур выше 1200, а возможно и 1500 градусов. Такое может дать молния, оставляющая фульгуриты, но фульгурит хаотичен. Здесь же была идеально ровная гладкая труба. Это не был природный процесс, это было целенаправленное воздействие. Тогда инженеры сменили тактику и использовали высокотемпературную плазменную горелку. Сантиметр за сантиметром они прожигали этот слой 3 суток, пока не сделали отверстие диаметром всего 5 сантиметров. В него опустили волоконно-оптическую камеру с собственным источником света. Экран показал абсолютную бархатную тьму. Луч прожектора ударил в стену и отразился. Стены были не просто гладкими, они были зеркальными. Черное волнистое стекло уходило во мрак, словно они находились внутри гигантской артерии, выжженной в теле планеты. Не было ни следов долота, ни царапин, ни признаков инструментов. Атмосферный анализ выявил стерильный воздух, почти полное отсутствие кислорода и зашкаливающую концентрацию инертных газов, в основном аргона с примесью радона и ксенона. Это была искусственная атмосфера, созданная для консервации. Аргон идеален для сохранения. Зонд двигался часами, проехал почти полкилометра по идеально прямому туннелю с математически выверенным уклоном, пока не уперся в преграду.
Это был идеальный диск из черного диорита, полностью перекрывающий проход, отполированный до зеркального блеска. В центре не было ни ручек, ни замков, только символы, не похожие на известные иероглифы. Они напоминали одновременно ранние египетские знаки, клинопись, элементы линейного письма «А» и что-то совершенно чуждое. Это был не язык мифов, а язык схем, формул и кода. Историки подняли старые отчеты и нашли упоминание о глухой стене в забытой мастабе, за которой скрывался коридор, ведущий к этой печати. Диск сдвинули гидравликой, и изнутри вырвался аргон, запертый тысячи лет, с запахом озона и статического электричества. Роботы-люди в химзащите вошли внутрь. Туннель расширился и привел их в гигантскую подземную сферу, заполненную сотнями монолитных базальтовых цилиндров, расставленных по спирали, словно рукава галактики, покрытых микроскопическим кодом. Один цилиндр был поврежден. Внутри находилась темная диэлектрическая жидкость и сложная металлическая решетка с тысячами темных кристаллов. Лазерный луч заставил их вспыхнуть, и зал наполнился мягким пульсирующим синим светом. Это был архив, трехмерное кристаллическое хранилище данных, связанное в вычислительную систему. Приборы зафиксировали инфразвук частотой 1,89 Гц, сигнал, похожий на сердцебиение. Когда система активировалась, сигнал изменился и превратился в передачу данных. Мы искали гробницы мертвых царей, а нашли работающий механизм. Мы не знаем, кто его создал, что в нем записано и зачем его скрыли. Но ясно одно — мы не первые и даже не вторые. Мы просто следующие. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.